Беспорядки и дымовые шашки в парламенте Сербии. На Алтае убили главу района. Минюст ликвидирует фонд Ройзмана. Подпишитесь, мы расскажем главное к этому часу. Рэпера Оксимирона обвинили в сексуализированном насилии и растлении малолетних. Две девушки рассказали об этом в подкасте Насти Красильниковой «Дочь разбойника». По их словам, Мирон Федоров, он же Оксимирон, отправлял им порно, склонял к сексу в гримерке и насиловал их. Девушки на тот момент еще учились в школе. Их рассказы оказались подкрепленными скриншотами, переписок и фотографиями. Оксимирон от участия в подкасте отказался и рассказанное в нем не комментировал. За историю сразу уцепилась пропаганда. Патриотическое объединение «Зов народа» требует, чтобы Следственный комитет проверил артиста на сексуализированные связи с несовершеннолетними. Я процитирую их сообщение. «Оксимирон – это выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России». В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района Николая Онищенко. Убийство оказалось запечатлено камерами видеонаблюдения. Преступник подкараулил Онищенко на выходе из кафе и несколько раз выстрелил в него из охотничьего ружья. Следственный комитет отчитался о задержании подозреваемого. ТАСС, а также телеграм-каналы 112 Мэш и База утверждают, что в Онищенко стрелял его бывший подчиненный Анатолий Фенин. Причиной убийства мог стать конфликт из-за отстранения Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Задержанный пытался покончить с собой, но лишь ранил себя в лицо. Его доставили в больницу. Главное управление Министерства юстиции по Свердловской области подало иск о ликвидации благотворительной организации «Фонд Ройзмана». Руководитель фонда Светлана Косолапова рассказала изданию «Ицма Сити», что это реакция на попытку сотрудников обжаловать результаты проверки Минюста, проведенной в 2024 году. Тогда ведомство выявило несколько нарушений в расходовании 220 миллионов рублей, собранных на лечение детей со спинально-мышечной атрофией. Сам Ройзман в разговоре с изданием 66.ru заявил, что средства, якобы потраченные на нецелевые нужды, лежат на счетах фонда. За лечение детей заплатила в итоге другая организация, а потратить эти деньги на что-то другое невозможно юридически. Фонд предлагал вернуть средства жертвователям, но никто не откликнулся. Претензии Минюста Ройзман назвал шельмованием и ложью. Журналисты спросили политика, готов ли он убрать свою фамилию из названия фонда, чтобы его спасти. Вот что он ответил. Если бы ко мне пришли и сказали на ухо, что фонд может работать, только уберите мою фамилию, я бы принял это решение, не держусь. Но есть нюанс. Весь авторитет фонда держится на мне, и люди помогают под мою фамилию, потому что я здесь. Репутация работала на фонд. Если не будет моей фамилии, будет гораздо сложнее. 10 лет как-то держались, тысячам помогли. Но я свою страну знаю. Никто же не обещал, что будет легко. Евросоюз приостановил работу над новым пакетом военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Против него возражает Венгрия. Об этом сообщило издание «Политико» со ссылкой на проект документа. Ранее о разработке этого пакета рассказывали дипломатические источники «Политико» и «Блумберг». В пакет должны были войти, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты. И сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро. План включает новый инструмент, предусматривающий выделение кредитов для инвестиций в оборону стран Евросоюза. Речь идет о закупках ПВО, ракет, беспилотников и противодроновых систем. Вопрос больше не в том, находится ли безопасность Европы под реальной угрозой и должна ли Европа взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность. По правде говоря, мы давно знаем ответы на эти вопросы. Настоящий вопрос в том, готова ли Европа действовать так решительно, как того требует ситуация. Во время драки в парламенте Сербии ранены 3 депутата. Об этом сообщает радио и телевидение Сербии. Сегодня, 4 марта, депутаты должны были рассмотреть поправки к закону об образовании. Заседание проходит на фоне массовых протестов, которые продолжаются в стране с ноября. Оппозиционные депутаты в знак протеста против принятой повестки дня направились к спикеру парламента Ане Брнабич. Однако охрана не позволила им приблизиться. После этого они развернули сербские флаги и баннер с надписью «Сербия восстает, чтобы свергнуть режим». Вскоре в дело пошли и дымовые шашки, фаеры и слезоточивый газ. В результате пострадали 3 депутатки. У одной из них случился инсульт, и ее увезли в больницу.
Starbucks зарегистрировал 2 торговых знака в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Роспатента. Сеть кофеен Starbucks приостановила работу в России в марте 2022 года. Тогда в стране действовало 130 кофеин под этим брендом. Ранее телеграм-канал Мэш сообщал, что компания якобы хочет вернуться в Россию, вновь открыть свои заведения по тем же адресам, где они располагались до ухода с российского рынка. Сама компания Starbucks эту информацию никак не прокомментировала. И это все новости к этому часу. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы это видео увидело больше людей. С вами был Кирилл Седов. Увидимся. Пока.